Рассвет над полями в окно, смотрит солнце. Огонь в печи, а в доме уют и покой. А в сердце свобода, и дышится вольно. Здесь счастье найдется, здесь край мой родной. Деревня моя, нет милее тебя. Родной мой дом, где за окном просторы, свежий ветер. Березы шепчут у реки. Здесь душа моя счастливее всех на свете. Друзья, всем привет! Очень много чего я рассказывала и показывала о своем доме, но вот на чердак вас прогуляться я еще не приглашала. Пару раз чердак мелькал на каких-то моих видео, кажется, когда я сушила траву, я показывала мельком, что там находится. А сегодня я более подробно расскажу о чердаке. Тем более, что появился повод туда слазить. Мне нужно посмотреть, что там с дымоходом от русской печи. Друзья, залезла на чердак, чтобы посмотреть, в каком состоянии у меня боров от русской печи. Потому что я с прошлого года не топила ее. Прошлой осенью я, значит, замазывала боров специальной смесью. Кое-какие щели, вот они, видите, замазаны. И надо посмотреть, что здесь, как по нему. Какие-то кирпичики черные. Ну, здесь, видите, я специальным жаропрочным материалом укрыла. Вот здесь, кстати, были щели. Я их тоже жаропрочным материалом зашпаклевала, можно сказать. Потому что оттуда вот снег таял на крыше, и сюда все текло. Ну, а сейчас не очень-то течет. Точнее, сейчас не течет, в общем-то. Поэтому хорошо все. Вот и с этой стороны боров посмотрим. Видите, у меня такая металлическая труба. Вот она сюда-сюда идет и к борову. Это называется боров. Мне сказал печник. Такая конструкция. Ну, как бы вам ее показать. Вот она такая длинная. И вот туда уходит в печь, короче. Вот. В общем-то, все нормально. Ну и заодно немножко вам покажу, что у меня тут на чердаке. Вот здесь предыдущие хозяева сушили то ли березу, то ли что, я не знаю, это какие-то листья от какого-то дерева. Видимо, они были нужны когда-то им. Здесь куча старых вещей каких-то, старых одеял, старых чемоданов, еще со времен Анатолия Михайловича, наверное. Вон там вон тоже, видите, старые чемоданы лежат. Правда, они пустые, в них ничего нет. И сейчас мы с вами подойдем к осиному гнезду. Это главная достопримечательность моего чердака. Они живут здесь постоянно. Они жили здесь и до меня еще. Видите, какое оно огромное. И тревожить их я как-то не хочу. А может быть, это пчелы, конечно, я не знаю. Но видите, какое огромное оно. И, может быть, даже сейчас подойду, покажу вам еще кое-что. Вот, вот. Вот это, кстати, кабель от интернета. Короче, на коньке дома закреплена антенна, которая усиливает сигналы. Вот это от нее провод. И вот здесь вот вид, собственно, на соседние дома. Вот вижу я отсюда соседей своих с крыши, получается, да. Сейчас поближе приближу. Вот. Вид на соседний огород. Здесь хороший наблюдательный пункт. Если меня мои соседи смотрят это видео, если... вон я вижу Тамару Федоровну. Выгуливает собачку, кажется. Я такой Штирлиц, короче, тут на чердаке. Короче, все видно. Высоко сижу, далеко гляжу, все вижу. И даже соседей, через соседей видно отсюда, короче. Ну, вы понимаете, да? Как можно отсюда наблюдать за всеми. А вот это осиное гнездо. Ну, оно такое приличное. И как бы снимать я его не хочу, я его боюсь. А может быть, это пчелы, фиг знает. Вот напишите в комментариях, кто это вообще, пчелы или не пчелы, или осы так гнезда вьют. Они здесь каждое лето. То есть вот как я заехала, каждое лето они вьют вот это гнездо. Зимой оно иссыхается, они здесь умирают, а потом заново делают. Вот так вот.
тут нужно сказать, что у меня пока еще не дошли руки до того, чтобы прибраться на чердаке и как-то его обустроить. Хотя планов на чердак у меня еще очень много, но, к сожалению, пока не до этого. Друзья, в прошлом видео я вам показывала, как я очистила землю от сорняков возле фундамента. Я готовлю фундамент к реставрации, поэтому вот так вот все чистенько почистила возле фундамента, вывезла кучу мусора отсюда, сорняков и так далее. Ну и я все-таки продолжаю эту работу. В этом видео я вам покажу, что я делаю дальше. Так, друзья, вот крапива. Очень жирная такая хорошая крапива. А я теперь вот в такой велосипедной куртке. Это у меня такая вот курточка для велопрогулок из тоненькой такой плащевки. Сейчас на улице жарко, очень плюс 31 где-то. Я буду спасать сейчас вон там где-то в зарослях у меня красная смородина, крыжовник, пару кустов черной смородины. Вот эта вот вся площадь, вот эта вот вся, она вся заросла травой. Косилка такую жирную крапиву с трудом косит. Поэтому я сначала выдираю вот эту вот жирную крапиву всю, а потом прохожусь еще косилочкой здесь. Ну и заодно замочу сделаю удобрение для поливки растений. Замочу крапиву в воде на солнце. Сейчас возьму тазик, чтобы прикрыть ведро вон там я уже приготовила. Девчонки тут со мной гуляют. Вот, смотрите. Доску я пока не стала убирать, чуть попозже уберу, чтобы здесь действительно просыхало все. Потом буду чуть-чуть просто подпалывать, чтобы здесь не росло ничего. Вот, но мне очень нравится результат с мульчой под черной смородиной. Вот здесь вот мне эксперимент понравился. Травка, конечно, там прорастает периодически, но она как прорастает? Очень медленно. Я успеваю еще ее забрасывать дополнительной скошенной травой. Вот, и, в общем-то, я так со всеми плодовыми кустарниками буду делать, да, Бось? Будем так делать. Вот, в общем, идем работать. Сегодня у нас ударный день. Будем стараться работать в тенечке, потому что на солнце просто пекло невозможное. Невозможно даже 5 минут находиться. Так, друзья, очень жарко. На солнце плюс 31. Невозможно просто находиться. Сразу начинает кружиться голова. Очень плохо. В общем, я решила работать в тени. Что я буду делать? Вот, значит, у меня единственный тенек, где можно поработать, это за домом. Там, где я расчистила возле фундамента все от травы. И вот сейчас вот это все безобразие я буду замазывать строительной смесью вот такой вот. Она очень тяжелая. Просто, вроде тут написано 10 килограмм, по-моему, или сколько она. Я не знаю, ну, в общем, короче, этот маленький мешочек, он такой тяжести неимоверной, поэтому мне пришлось его тащить на тачке с веранды, с крыльца, вот. И сейчас я взяла ведро, сейчас я его буду замешивать, снимать все это дело на видео. Эта часть фундамента у меня большую часть времени находится в тени постоянно. Также здесь находится присоединение к поливочному шлангу, здесь же уходит труба из дома до бани с водой. В общем, здесь постоянно сыро, постоянно тень, и, конечно же, фундамент быстро разрушается. Поэтому я купила специальную строительную смесь, которая разводится водой. Делаю я это впервые, так что не судите строго. Ремонтник и реставратор из меня еще тот, конечно. В общем, покажу пока промежуточный этап. Значит, я работаю вот таким вот мастерком и вот таким вот, я не знаю, как это, шпатель, не шпатель, что это называется. Ну, в общем, это лопаточкой. Пол мешка я развела, и вот пол мешка хватило вот только вот на это, ребятушки. Представляете? Это я вот такие вот щели закрывала, вот эти вот все. Только пол мешка. Вот на такую площадь мне хватило. А это 10 килограмм мешок. Да. Мне точно одного мешка здесь не хватит. Нужно будет больше намного. Мешков 5 точно, чтобы еще и сверху подзамазать вот это вот все. Короче, вот столько мне его осталось. Не знаю, видно отсюда или нет. Такой вот мешок. В общем, сделаю сейчас перекур и вторую часть замажу, нижнюю. Вот эту вот самую, которая больше всего разрушается. А потом докуплю еще мешков и буду уже сверху замазывать. Кстати, делаю я это впервые, так что не судите строго. Как получилось, так получилось. В общем-то, для первого раза, мне кажется, очень даже... Особенно учитывая то, что там такие вот трещины просто, выбоины. Ну и до меня тут, я хочу сказать, не особо какой мастерах делал. Так тоже вот, что получилось у него, то и замазал. И тут я тоже думаю, ни один мешок ушел точно. Вот так вот, ребятки, очень много строительной смеси мне надо.
Так, ну, в общем-то, весь мешок у меня ушел практически на замазку вот этих вот выбоин рядом с землей. Вон там я уже выровняла как бы, а вот здесь мешка не хватило даже, чтобы вот эти отверстия, проемы все заполнить. Не хватило мешка, короче, придется еще докупать. И чтобы финально вообще прям вот замазать, так замазать. Но мешков 5, наверное, тут точно нужно будет, не один. Одного мешка не хватило. Он, видите, повытаскивал все кирпичи, которые отваливались снизу там. Они просто, ну, вот, там просто лежали. Не то, чтобы я их отковыривала, а они просто вот здесь вот лежали спокойно, сами по себе как бы посыпались все. Ну, короче, буду докупать строительную смесь и доделать. А пока так. Ну, такие дела у нас, да, Бось? Вот такие у нас дела, да, Бось? Вот так вот мы работаем. Друзья, всем доброго утра. Посмотрите, как у меня зацвела калина возле бани. Какой огромный куст. Сейчас вот поближе покажу цветочки. Вот так вот она цветет. Красиво очень. Очень красиво цветет. Сейчас поближе покажу. Вот, значит, я ее от Ли, помните, опрыскивала. Ой, просто прелесть, да? Красота. От Ли я, значит, опрыскивала. А вот здесь, например, мне не хватило раствора. И посмотрите, что от нее осталось. Просто скелет от листиков. Где-то я не достала просто. Где-то просто раствора не хватило. Я опрыскивала кошачьим антиблошиным шампунем. И вот посмотрите, вот здесь вот мне не хватило на эту ветку. Вон наверх я просто не достала. Вон там, видите, ветки серые, коричневые точнее. А вот здесь, например, я стояла, опрыскивала. Вот здесь вот эту ветку. Мне хватило ее опрыскать. И видите, ну тут немножко она. А так вот она, видите, живая осталась. И цветет, и вон там цветет. Хотя кое-где тля все-таки еще сидит. Вот издалека еще вам покажу, насколько большой куст калины у меня. То есть вот здесь, видите, и вон там еще за баней какой огромный. Вот величина бани, да, он практически с величину с баню. Белочка со мной тут, белка. Мы сейчас будем поливать, да, котик? Прибежал ко мне, тут любит со мной бегать сюда. Вот так вот. А тля у нас, надо сказать, не только на калине в этом году. Она у нас переползла еще на сливу. А почему говорю у нас? Потому что здесь все соседи жалуются на нее. То есть она еще на сливу переползла. И еще, я смотрю, она на малине начала появляться. Ну, короче, вот. Я уже, знаете, что думаю? Вот у меня есть деготь. Нужно, наверное, скорее всего, буду деготь разводить и дегтем опрыскивать все это дело. А еще, друзья, у меня наконец-то случился отпуск и освободились руки для выкоса травы на своем участке. И я активно сейчас этим занимаюсь. Так, друзья, я здесь занялась, значит, раскопками своих плодовых кустарников из-под бурьяна. Вот это крыжовничек, смотрите, он как завязался уже весь. Растет, зеленеет, краснеет. Он, кстати, красный, очень крупный, вкусный крыжовник. Вот. И я, значит, взяла тяпку, ну, это плоскорез, и им сбиваю эту высоченную просто. Она мне по грудь, эта крапива. И триммер ее не берет, он просто наматывает ее на движок. А здесь красная смородина у меня уже тоже. Видите, сколько у нее плодов. Вот здесь маленький крыжовничек без колючек затерялся в траве. И вот, значит, я наматываю вот такие вот круги этим плоскорезом, сбиваю траву, сбиваю просто, ну как, я не знаю, как еще назвать. Вот это черная смородина, куст, вот вокруг него вот так вот, вот так вот. И вот там мне еще вон туда предстоит раскапывать. Там у меня, по-моему, пару кустов черной смородины и еще 3 куста крыжовника в этой траве. И я вот сейчас вспоминаю, хожу, смеюсь над теми советчиками, которые мне советуют газонокосилку купить. Вы посмотрите вот на это. Она мне по грудь. Вот эта вот осока, она растет кучей, вот такой кучкой, кучкуется. И на таком, знаете, как, я не знаю, как объяснить, это холмик. Это холмик, очень плотный. Его ни тяпкой, ничем, ну серпом только как вот пшеницу можно срезать, но серпа у меня нету. Или сбить, просто сбить тяпкой вот в такую вот траву.
Вот я сбила ее. Здесь ее топтать теперь буду. Вот так вот. И мне так смешно, когда люди советуют газонокосилку. Ну нет, ну смотрите, какая-то газонокосилка. Тут серп нужен. Или коса деревенская, действительно. Коса деревенская. Но, блин, во-первых, она, наверное, тяжелая. А во-вторых, это опять деньги. Опять покупать что-то. Нет у меня столько денег скупать все подряд. Я не Рахель, размените меня. Но вот, значит, у меня есть плоскорез. Триммер, там, где триммер справляется, я триммером кошу. А вот здесь, значит, вот эта вот малина, которую я привезла из барского сада, видите, она уже тоже цветет потихоньку, будет завязывать плоды. Кустик вот один. Попробую я в этом году барской малины с барской усадьбы. Вот, друзья, ну вот сколько у меня есть времени на все, столько и успеваю. Короче, комары уже кусаются. Пойду парники закрывать, а то уже время-то, солнце скоро сядет. Как вы понимаете, на такую работу у меня ушел не один день. Расскажу вам историю своей косильной техники. Когда я заехала только в этот дом, я купила какой-то простой триммер аккумуляторный с ножом, с диском. Вот, он стоил, по-моему, 4000, какой-то простенький, ноунейм, китайский. В общем-то, я им благополучно пользовалась первый год, пока у него не стал люфтить диск, барахлить просто, перестал завинчиваться винтик, который прикручивается к катушке. И я попросила местного дедушку прикрутить мне его потуже. Он его прикрутил, конечно же. Некоторое время я продолжала косить. Потом этот диск иступился, он начал просто рвать траву. И в комплекте к этому триммеру шли еще какие-то ножи, насадки. Я решила поставить их, но не смогла снять этот диск, чтобы заменить. Видимо, винтик, который прикручивается к катушке и держит это лезвие, у него там сорвалась резьба или что. В общем, отвинтить его теперь невозможно. В общем, этой весной я купила новый триммер. Обзор этого триммера я показываю в своих вертикальных видео, шортсах. Зайдите, посмотрите, кто еще не видел. Этот триммер тоже на леске, аккумуляторный. Аккумулятор у него помощнее, чем у моего первого триммера. И, в общем, леска у него достаточно тонкая, 1,65. Она берет траву, но не бурьян. Бурьян, к сожалению, можно срезать диском вот этим, который у меня иступился, или ножами, которые я не могу поставить на первый триммер. Вот, поэтому я вооружилась здесь плоскорезом, и, как видите, он мне очень хорошо помогает. Мне кажется, лучше любого триммера и любой косы. В общем-то, универсальный инструмент, можно сказать. Сейчас я вам подробно про него расскажу. Изначально этот плоскорез я покупала для того, чтобы полоть им сорняки. Им очень удобно срезать сорняки, чистить землю просто вот подчистую. Вы видели, как я очистила участок возле фундамента. И вообще мне очень нравится полоть им грядки. Получается просто идеальные грядки благодаря ему. Но, как видите, оказалось, он подходит еще для того, чтобы срезать и высокую траву. Это оказалось очень удобно. Это не тяжеленная коса, которая будет тяжелой для меня, да. И также это не серп, с которым нужно наклоняться к траве. У него достаточно длинная, удобная ручка у этого плоскореза. Вот, и за день, в общем-то, я прилично так им скосила или срезала траву. Я не знаю, как это описать. Ну, в общем-то, я открыла, мне кажется, новый вид, новую технику косьбы травы, скорее всего. Вот здесь на видео я показываю, как очищаю кустарниковую зону у себя на участке. Здесь у меня растут плодовые кустарники, такие как черная смородина, крыжовник, красная смородина. Раньше здесь, кстати, росло очень много плодовых деревьев. Но, к сожалению, на момент покупки участка эти деревья все уже были сухими.
И я их спилила, в общем-то, на дрова. И, как вы понимаете, на этом участке достаточно много пней теперь, которые очень опасны для триммера на леске. Так, друзья, вот у меня, значит, кустарниковая зона. Здесь зона фундамента. Здесь я вычищала плоскорезом. А вот здесь у меня триммер, вот в этом месте, сказал стоп. Сказал, я не могу уже больше наматывать на движок длиннющую траву, которую ты не успела скосить. И я здесь уже выкашивала все по новой технологии, вот эту вот кустарниковую зону. Сейчас вот так я вам покажу, чтобы было видно. Значит, у меня вот здесь ряд черной смородины. Вон там виноград на шпалерке. Здесь вот куст черной смородины, здесь куст крыжовника. А здесь куст красной смородины. Вот. Здесь небольшой кустик крыжовника без колючек. Но красной смородины у меня в этом году будет видимо-невидимо. Посмотрите, как много. Посмотрите, как ее много будет. Вот, я вокруг нее, значит, тоже по новой технологии все выкосила. Вот можно здесь спокойно ходить. Вот. И там тоже я выкосила все по новой технологии. Вот здесь, кстати, была спилена груша, большое сухое дерево. Она дала ростки, я не стала ее скашивать, спиливать. Вот здесь та самая малина, которая из барских садов. Вот она, красотка. Здесь у меня бузина растет. Вот, но еще остался у меня ряд крыжовника. Вот там крыжовник, это крыжовник, там крыжовник, там еще два куста крыжовника, куст черной смородины и куст черной смородины. Это мне работа еще предстоит. Но в целом, вот смотрите, как мне хорошо удалось выкосить большую такую площадь. В общем, все это мне удалось сделать с помощью чуда вот такого инструмента. Называется он плоскорез, плоскорез торнадика. Я вот здесь под видео оставлю вам ссылочку на скидку на этот инструмент. Вы тоже можете пройти, купить. Видите, какая полезная вещь? Она не только от сорняков, она еще как коса выступает. И даже, мне кажется, легче косы. Я вам здесь на видео в ускоренном режиме показала, да, как я им работаю. С очень длинной травой, с толстыми сорняками. Он отлично справляется. В общем, чудо-инструмент. Всем рекомендую. В общем, это дело мне так понравилось, что я увлеклась этим до вечера, до самого вечера. Вот это видео я вам показываю уже вечернее. Видите, уже тут мне удалось выкосить вот такую вот черную смородинку. Она, кстати, оказалась очень крупной. Я даже и забыла, что у меня здесь растет черная смородина, да еще с такими крупными плодами. Я была неимоверно рада тому, что обнаружила его. Ну и наконец-то я освободила от зарослей весь крыжовник, который у меня растет в этой зоне. Вот, посмотрите, какая у меня красота получилась. Конечно же, еще работы очень много. Это только часть моего участка, небольшая часть, скажем так. Но, тем не менее, я уже рада, что хотя бы могу подойти к крыжовнику и уже готовлюсь его собирать, потому что он, скорее всего, созреет уже, наверное, к середине июня, может быть, даже к концу июня. И посмотрите, как у меня теперь выкошено все чистенько. Вот это тоже куст черной смородины. Вот, посмотрите. Некоторые кусты черной смородины я замульчировала, вот которые возле огорода находятся. С ними проблем нет, там косить ничего не надо. А вот здесь вот у меня вот такая работа получилась. Я так горда собой. В общем, похвалите меня тоже. В комментариях поставьте обязательно лайк. Забыла сказать, кстати, видите, как удобно. Сразу сбиваешь сорняки им, срезаешь, да, и сразу же мульчируешь одновременно всю площадь покоса. Сразу мульчой укрывается вот такой длинной травой. Очень удобно, я считаю. Я вот здесь ее прям так и оставлю, чтобы больше сорняки не росли. Вот.
Конечно, в идеале бы закрыть еще каким-нибудь сверху укрывным материалом, чтобы сорняк больше не рос, чтобы под ним пропрела трава, и потом можно было бы эту площадь засеять какими-нибудь сидератами или газоном. Но, к сожалению, у меня сейчас нет средств на вот этот укрывной материал. Тем более, что его нужно очень много на такую большую площадь. Тут, мне кажется, соток 8 у меня в этой кустарниковой зоне точно. Вот, в общем, пользуюсь пока чем есть, как есть. Посмотрю, как это будет работать, не будет работать. Возможно, я какую-то часть попробую засеять газоном и посмотрю, что будет, что получится из этого. Ну, а пока так, как есть. Так, друзья, хочу вам показать грецкий орех, как у меня закустился. Смотрите, так, сейчас попробую до ствола добраться. Здесь его трава загустила. Ну вот он себя как чувствует. Смотрите, уже такой толстый ствол. Я его покупала совсем маленьким. В каком? 24-м году весной я его купила в местном питомнике. И, по-моему, это, я не помню, 3-летка он, что ли, или 2-летка. Листья у него так вкусно пахнут. Йодом пахнут. Нет, не йодом, детством. Сразу вспоминаю бабушку, когда нюхаю грецкий орех. Ну, в общем-то, он такой, смотрите, у меня уже приличный. Белка тут со мной лазит. Надо его прополоть, только он тут в густой траве растет. Трава выше пока грецкого ореха. И что-то вот мне писали, что Наташа, сажай подальше, он все под собой, что-то там, ну, короче, под ним трава, ничего не растет. Ну, посмотрите, вокруг него какие заросли. Ой, ну как же он пахнет. Просто божественно. Вот такой вот он у меня красавчик разросся. Ну, еще покажу вам жизнь моих кошек. Сейчас лето. Триша очень любит пить из ведра на огороде. Эту воду наливаю, чтобы согреть ее на солнце для полива. А Трише она очень нравится, она пьет ее постоянно. В общем, она потихоньку привыкает к улице. И сейчас вот я ее выношу с утра, она гуляет и домой пока не просится. Вроде привыкла, понравилось ей гулять. Видите, освоилась немножко. А у Белочки я обнаружила тайничок. Вот кто бы знал, если бы я не скосила все здесь в траву. Чем занимается эта дамочка? Сейчас давайте посмотрим. Так. Вот она чем занимается, смотрите. Она ловит мышей и прячется под этот крыжовник и ест их в этом домике. Вот это у нее столовая, представляете? Белек. Так, друзья, у меня зазеленилась уже зелень, зеленушечка всякая. Вот это, по-моему, руккола. Вот это 2 вида салата. Крест-салат, еще какой-то, я уже не помню. Вот это еще один вид салата. Надо пересматривать свои видео и смотреть, что здесь посажено. Вот это, кстати, петрушечка у меня всходит. А это брокколи уже взошла. А еще, помните, коронное блюдо детства? Зеленый лук на белый хлеб, на корочку белого хлеба. Полито здесь еще растительным маслом, таким, знаете, который с запахом. Немножко сольки. Еще я сюда покрошила немного ботву чеснока. И сейчас еще хочу какой-нибудь зелени сюда покидать. Вот, например, салатиком. Он хоть и маленький, но все равно очень вкусно. Вот такого салатика еще. А вот это вот точно руккола, потому что она очень вкусно пахнет. Я с ней очень полюбила есть салаты. Она еще, правда, маленькая, но все равно можно уже кушать. А еще, друзья, у меня шпинат. Шпинат, видите, какой уже большой. Вот. Тоже можно шпинатика добавить. А еще у меня редисочка созревает уже. Но она еще маленькая, поэтому без нее пока. Ну и вот такая бутербродная красота у меня получилась. Всем приятного аппетита! В общем-то, отпуск у меня уже заканчивается, а я даже еще не успела съездить, прокатиться на велосипеде в лес. В лесу я не была аж с самой зимы. Если вы помните, в феврале месяце я гуляла по зимнему лесу, по сугробам. Там очень эпичное видео у меня получилось. Если кто не видел, посмотрите.
Ну, а сейчас я, наверное, высвобожу все-таки хотя бы один денек от забот, от хлопот по саду, по огороду и все-таки съезжу в лес. А пока мне только удалось выбраться на полчаса прогуляться в рапсовое поле и за ландышами здесь недалеко. Я тоже об этом сняла красивое красочное видео. Если кто еще не видел, пройдите, посмотрите. Ну и, как вы понимаете, из-за моей загруженности мне удается не так часто снимать видео, как хотелось бы. Но зато я очень часто бываю в Телеграме. Я там каждый день делюсь с вами всеми событиями, которые со мной происходят, всеми своими заботами, хлопотами. Поэтому, кто еще не подписан на мой Телеграм, обязательно подпишитесь. Вы будете всегда в курсе всех самых свежих новостей. Ну а на сегодня все. Всех благодарю за внимание. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.